Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня я хочу показать, как я монтирую свои видео Reels на телефоне, и постараюсь научить этому вас, чтобы вы не только могли как-то склеивать какие-то кусочки видео между собой, но и в принципе понимали, какие фишки можно использовать, чтобы ваши видео хотели смотреть снова и снова. И перед этим не забудьте подписаться на меня в Инстаграме, потому что там я показываю больше интересных идей для ваших видео и, конечно же, показываю и рассказываю о своей жизни. Еще я работаю рилсмейкером, пишу сценарии для сторис и рилс, провожу консультации и веду экспертный телеграм-канал, в котором я делюсь разными идеями для сторис, я рисую там сама свои стикеры, добавляю классные шрифты, делюсь какими-то туториалами, в общем, даю много-много разных полезностей и интересностей, так что подписывайтесь, если вам будет интересно. И я решила выбрать свой последний рилс и на его примере показать, как быстро можно смонтировать вот такое видео. Ага, спасибо. Тем более это видео у меня уже попало в рекомендации за неделю, и на нем уже больше 77 тысяч просмотров, и на самом деле с каждым днем их становится все больше, и именно с этого рилса на меня сейчас подписываются люди. Один из трендов сейчас в Reels — это короткие видео с быстрой сменой кадров, поэтому я решила сделать у себя такое видео, но чтобы оно еще было и каким-то полезным, чтобы его захотели сохранить и пересматривать снова и снова. Я сейчас живу в Калининграде, я нашла у нас в городе очень классный магазин с разными такими эко-штучками. Там на самом деле очень красиво внутри, поэтому я решила заснять именно такое видео с такими красивыми эстетичными кадрами и просто поделиться названием самого магазина, чтобы люди сохранили и когда они приедут в Калининград, могли сходить в этот магазин. И давайте начнем. Чтобы видео было всегда в хорошем качестве, я снимаю его в 4К и 30 кадров в секунду. Я снимаю на 11 iPhone, если кому-то интересно, вот самый обычный, не Pro, не Max. А чтобы визуально мои видео было интересно смотреть, я делаю разноплановые кадры, то есть где-то вблизи, где-то наоборот издалека снимаю, где-то я снимаю маленькие какие-то детали и, конечно же, не забываю показывать саму себя, чтобы люди понимали, что это я снимаю. Все это, конечно же, очень важно для хорошего видео, поэтому просто развивайте в себе насмотренность, и с каждым разом ваши видео будут все лучше и лучше. После того, как у меня появилась идея снять видео, я захожу либо в TikTok, либо в Instagram, либо в Яндекс.Музыку и ищу подходящий трек, который можно использовать на моем видео. Вот тут вы можете посмотреть, как я делаю запись экрана с этим треком. Я заранее решила, что видео у меня не будет больше 15 секунд, поэтому запись с экрана я делаю тоже примерно на это же время. После этого я перехожу в CapCut, создаю новый проект, выбираю все видео, которые я до этого засняла, и теперь я начинаю выбирать кусочки, из которых уже потом начну миксовать все мое большое видео. И важно, конечно, помнить, что мое конечное видео будет коротким, поэтому я обрезаю по несколько секунд, чтобы в конце у меня уже получилось много разных кадров, из которых я уже сделаю свое видео. После этого я удаляю звук на всех отрезках своих видео, чтобы он мне не мешал. Как это делать? Я нажимаю на видео, громкость и увожу ползунок на 0. И то же самое я делаю абсолютно со всеми отрезками. После этого я начинаю обрезать свои видео. Вот мне, например, нравится этот момент, но чтобы удалить остальной отрезок видео, я нажимаю на это видео, ставлю ползунок на тот момент, который хочу разделить, и нажимаю снизу кнопку «Разделить». То же самое я повторяю и со второй частью видео, а все какие-то ненужные кусочки я удаляю. И не переживайте, если вы удалили, например, что-то лишнее, потому что вот вы можете нажать на ваше видео, потянуть за одну из сторон и вернуть ваше видео до изначального какого-то отрезка или, например, просто сделать его чуть подлиннее. Точно таким же образом я просматриваю все свои кадры, что-то удаляю, что-то обрезаю. Если я, например, хочу поменять кадры местами, я зажимаю отрезок видео и перетаскиваю его на то место, куда хочу его переставить. После этого нам нужно уже добавить нашу музыку, чтобы уже под нее сделать видео, поставить по секундам вот эти все наши отрезки. Я нажимаю звук,
извлечено, и выбираю наше видео с записью экрана песни, которые вот мы до этого снимали. Импортирую звук, и теперь мы видим аудиодорожку. И после того, как вы решите, например, с какого момента вы хотите, чтобы началась ваша музыка, вы ставите ползунок на ту часть трека, где у вас будет начало, и нажимаете «Разделить». И теперь удаляете ненужную часть. И вот после этого вы удерживаете пальцем аудио и перетаскиваете его в самое начало. И теперь вам нужно решить, где будет заканчиваться ваш трек. И тут я, конечно, советую, во-первых, делать ваше видео коротким, чтобы человек не только досмотрел его, но и начал смотреть снова и снова, потому что это положительно влияет на статистику вашего видео. И я не рекомендую обрывать звук так, чтобы не создавалось впечатление, будто бы вы не закончили видео до конца, а просто рубанули его и начали заново. В идеале в конце видео музыка должна чуть-чуть затухать, чтобы когда она проигрывалась снова, не казалось, не было видно вот этого вот перехода, когда заканчивается музыка и начинается она заново. И чтобы обрезать конец, точно так же ставим ползунок на то место, где мы хотим разделить, и нажимаем кнопку «Разделить». И лишнюю часть трека удаляем. И теперь нам осталось подогнать все наши кадры под бит, удалить лишнее, потому что кадров у нас больше, чем времени в музыке. Поэтому я еще раз пересматриваю свои отрезки, оставляю какие-то самые красивые, на мой взгляд, какие-то интересные, а все остальные уже удаляю. И теперь мой лайфхак для тех, кто не может правильно подобрать кадры под бит. Я это делаю на автомате уже очень давно, но у кого есть проблемы, нажимаем на видео, еще раз нажимаем и снизу нажимаем на кнопочку «Подобрать обрезку». И теперь вы начинаете прослушивать аудио, и в тех местах, где начинается бит, где вы четко его слышите, вы ставите точку. Если вы ошиблись, то ничего страшного, поставьте ползунок на точку и удалите ее. И таким образом вы просто несколько раз прослушайте аудио, поставьте точки там, где слышите вот этот вот яркий бит, и где вы сможете сделать смену кадров. Если вам уже совсем сложно, конечно, то можно нажать автоматическое создание этих точек и выбрать ритм 1, например, где меньше битов, или ритм 2, где точки поставлены, вот видите, почти на каждом бите. И если вы выбрали этот способ с точками, то теперь у вас просто есть какой-то ориентир, где должно заканчиваться ваше видео и уже начинаться новое. Вот, например, у нас есть точка, мы ставим на это место ползунок, нажимаем сверху на видео и обрезаем его до той точки, чтобы по звуку оно уже подходило под наш бит. И таким образом обрезаем все наши отрезки видео, чтобы они начинались и заканчивались на этих точках. Я делаю без точек, просто на слух определяю, где заканчивается один бит, где начинается другой, и уже обрезаю видео под эти моменты. И после того, как у нас готов наш такой черновой монтаж, теперь нам нужно покрасить видео, сделать, например, какой-то цветкор, чтобы оно стало уже красивее и ярче. Выбираем один из отрезков видео, например, первый, ставим ползунок и нажимаем пальцем на видео, чтобы его выделить. Снизу на панели инструментов ищем настрой, начинаем изменять яркость, насыщенность и все остальные настройки, в принципе, которые вы хотите изменить. У всех разные предпочтения. Единственное, что я могу посоветовать, это вот немножечко понизить яркость и экспозицию, потому что мне кажется, что так всегда видео кажется намного красивее. И, конечно, не забывайте про резкость. И после того, как вы уже полностью настроили по цвету этот кадр, снизу нажимаете «Применить ко всем», и теперь все ваше видео будет в одном цвете, и вам не надо будет вручную красить каждый кадр. И если вы, например, хотите добавить какой-то фильтр, то не ставьте его больше 30%, иначе это уже будет слишком заметно, и точно так же вы можете нажать «Применить ко всем». В принципе, весь основной монтаж у нас уже готов, но я хочу добавить некоторым кадрам объема, знаете, будто камера немножечко приближается. Как это сделать? Я выбираю кадр, который хочу приблизить, ставлю ползунок в начале видео и сверху нажимаю на ключ. То есть он нам нужен для того, чтобы зафиксировать наш отрезок видео конкретно вот в этом положении. Далее я передвигаю ползунок в конец видео, снова ставлю ключ и после этого уже удерживаю видео пальцами,
до момента, который мне нужен. И теперь смотрите, как это будет выглядеть. То есть, по сути, ключи нам нужны для того, чтобы увеличить или уменьшить какой-то отрезок видео, не затрагивая при этом все остальное видео. И теперь нам нужно добавить текст на видео с какой-то полезной информацией в моем случае. Для этого я перехожу в свой телеграм-канал, ищу какой-то шрифт, который хочу использовать на своем видео, вот, например, этот. Нажимаю на него, сверху нажимаю на значок, нажимаю еще и выбираю приложение CapCut, куда мне нужно импортировать мой шрифт. И после этого я нажимаю на текст, добавить текст, пишу свой заготовленный текст, например, «Ты обязана побывать здесь, приезжая в Калининград». Далее нажимаю на шрифт, импортировать шрифт, и вот тут уже видите, есть шрифт, который мы скачали в телеграм-канале до этого. Я нажимаю дальше стиль, и тут уже начинаю смотреть, какого цвета я хочу сделать этот шрифт. Могу, например, сделать какую-то подводку, тень, в общем, в принципе, все что угодно. И когда я все выбрала, нажимаю на галочку, зажимаю текст и перетаскиваю его в начало видео. Но это не единственная фраза, которую я хочу использовать в своем видео. Их будет несколько, поэтому я обрезаю фразу на каком-то из отрезков видео, как вам самим нравится, но самое главное, чтобы эта фраза заканчивалась вместе с отрезком видео, а не где-то в середине, потому что визуально это будет выглядеть некрасиво. Далее я нажимаю в любую часть экрана, чтобы снова появилась панель «Добавить текст». И точно так же добавляю уже новую фразу. Я также могу зажать ее, например, пальцем и перетащить в любое место, подогнать по размеру, чтобы вот все ваши фразы были продолжением друг друга. Я делаю то же самое со всеми кусочками текста, и в принципе это все. В принципе, это базовый монтаж, который вам нужно знать для того, чтобы создать какое-то классное и трендовое видео. И вообще я советую не заморачиваться с какими-то переходами, которые в итоге могут уже быть устаревшими. Лучше наоборот сделать меньше переходов, но сделать упор на какую-то сочную картинку, на цветкор и на трендовую интересную музыку. Чтобы сохранить наше видео в хорошем качестве, я сверху выбираю 4К. Даже, например, если вы изначально снимали не в 4К, все равно выбирайте 30 кадров в секунду и не ставим галочку в Smart HDR, потому что нам это не нужно. И после этого только видео мы сохраняем. И я очень старалась сделать это видео понятным и информативным для всех, даже для тех, кто впервые пробует смонтировать себе видео. Так что я буду очень рада вашей обратной связи. Для меня это действительно важно, потому что с вашей поддержкой мне хочется создавать что-то новое, радовать вас еще больше, показывать что-то еще круче, интереснее. И не забывайте подписываться на меня в Инстаграме. Я реально делаю классные видео, на мой взгляд, которые, я думаю, что могут понравиться и вам. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я делюсь разными классными идеями для ваших сторис и видео. Рисую стикеры, добавляю классные шрифты, в общем, даю много разных полезностей и интересностей. Спасибо большое тем, кто досмотрел это видео до конца, поставил лайк, вы просто лучшие. Желаю вам всем хорошего дня, берегите себя, берегите своих близких, всем пока. И сейчас ты такой, оно не снимает.